Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. И, как мы сейчас только с вами и говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление. По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхам Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был почти на месте, вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании. Ну, повторяю еще раз, будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, будет, уверен, произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией. Вместе с тем, хотел бы еще раз вас поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области. В уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать на ближайшее время. В истекший период основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества, на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. Отмечу в этом контексте, что товарооборот России с участниками СНГ по данным за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил 93, немножко больше, чем 93 миллиарда долларов. Заметно улучшились и макроэкономические показатели наших стран. Так, по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7%. Это выше общемировых. За 10 месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3%. Объем грузоперевозок на 7,4%. Оборот розничной торговли на 7,7%. Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные системы, платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85%. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств. Все это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры. Постоянно пополняется договорно-правовая база Содружества. В текущем году вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, договор об учреждении Международной организации по русскому языку, а также ряд других важных договоренностей о партнерстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции. Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком, отлаженные каждодневные
операции «Контакты по линии силовых ведомств». В августе-сентябре в Узбекистане успешно прошли учения СНГ «Восток. Антитеррор-2024». Принята программа сотрудничества в области дерадикализации. Разветвленные гуманитарные связи между нашими странами опираются на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы. В 2024 году в рамках СНГ был осуществлен ряд перспективных проектов в образовании, культуре, туризме, молодежной политике. В Санкт-Петербурге состоялся Международный форум объединенных культур, а в Уфе организован форум творческой и научной интеллигенции Содружества. Напомню, что нынешний год провозглашен в СНГ годом волонтерского движения, и российское председательство старалось наладить систему взаимодействия в этой сфере. Учреждена профильная межгосударственная рабочая группа, проведено более 170 добровольческих мероприятий, миссий и благотворительных акций. Странам Содружества доступны возможности российской онлайн-платформы «Добро», позволяющей волонтерам по всему миру обмениваться опытом и объединять усилия для реализации совместных инициатив. Можно было бы поддержать, мне кажется, предложение о создании при СНГ Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров наших стран, а для наиболее значимых волонтерских проектов ввести отдельные гранты по линии Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Расширяются спортивные обмены. На регулярной основе проводятся турниры самого разного уровня. Появляются и развиваются новые форматы соревнований, в том числе сочетающие традиционные дисциплины и новые технологии. И это действительно востребовано в условиях политизации данной сферы. Страны СНГ направили сборные команды на состоявшиеся в России мультиспортивные игры будущего, игры БРИКС, а также турнир «Дети Азии» и этап ралли «Шелковый путь». Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. И, конечно, в странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне. В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей, 80-я годовщина Победы. И в СНГ этот год провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Подчеркну, отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году победы как общей ценности для всего человечества. Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Рассчитываем также, что воинские расчеты и страны СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади. Уважаемые коллеги, с 1 января Россия передает функции председательства в Содружестве Таджикистану. Хотел бы пожелать Имамали Шариповичу, всем нашим таджикистанским друзьям успехов. Со своей стороны готовы оказывать все необходимое содействие. В целом убежден, что углубление партнерства в рамках Содружества в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. И уверен, будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности. Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания гражданам ваших государств. Благодарю вас за внимание.